Здравствуйте, наши дорогие телезрители. Подписывайтесь на наш канал «Телероман». Ставьте лайки. Пишите комментарии. И не забудьте нажать колокольчик. Женя, Жень, ты храпишь. Соску возьми. Ну, специальный, от храпа. Что ж за наказание-то, а? Масло облепиховое. Вер, ты двинул, что ли? Но это народный способ. У тебя совсем крыша поехала. Женя, ты куда? Туда, где мой храп никому не мешает. Марк! Марк! Марк, папа уходит! Марк! Что? Мам, пап. Останови его! Не лезь, дура. Я требую российское гражданство. И 1 000 000 рублей. Я требую российское гражданство. И 1 000 000 рублей. Я требую российское гражданство. И 1 000 000 рублей. Я требую российское гражданство. И 1 000 000 рублей. Полиция! Полиция! Не подходи! Не подходи, я убью! Не подходи! Не подходи, я убью! Не подходи, я убью! Не подходи, я убью! Не подходи! На видео была живая, стройная девушка-заложница. В результате оказался мертвый толстый мужик. Ага. А личность установили? Да, при нем были документы. И Евгений Семенович Медянкин, 50 лет, владелец автосервиса и магазина запчастей. Семейный, несудимый. А девушка? Девушка исчезла, а вот иностранец в реанимации. А он кто? Не поверишь. Студент.
Амин Шах, выходец из Средней Азии, приехал в РФ по студенческой визе УТГСР. А что это такое? Университет туризма, гостеприимства и сферы развлечений. Никогда такого не слышала. Ну, потому что это явно левый вуз. Недавно решили аккредитации. Часть студентов отправили в кафе, на вещевых рынках, в массажных салонах. Они все работали, хотя работать по студенческой визе запрещено. Часть студентов разбежались. Ищут. Понятно. Интересное заведение. А что руководство? Пытаются держать лицо. Подали апелляцию. Офис УТГСР горит. Это точно? И это уже во всех новостях. Судя по очагу возгорания, это был поджог. А еще ректор и проректор этого вуза сегодня утром сбежали за границу, а час назад их самолет сел в Испании. Марк Евгеньевич, вам знакомы эти люди? Никогда не видел. А есть предположение? Но я думаю, что это любовница отца. А ваша мать догадывалась о том, что ваш отец ей изменяет? Она нет. Так, ну это в химчистку. Это я дома постираю. Так, это. Я все, мам. Погоди, вот тебе салфетка. Протрешь пыль. О, а то я сама не дотянусь. Это тоже в химчистку. Так. О. Ой. А это что такое? Это гаджет от Храпа. Я папе из Китая заказал. Ну надо же, как у этих китайцев все интересно. А как им пользоваться? Вы поговорили с отцом? Да, он клялся, что только один раз был у проститутки, и больше такого не повторится. Как же секс-игрушка оказалась у него в кармане? Но он не знал. Либо сам по пьяни положил, либо проститутка подбросила, решила напакостить. Он умолял, чтобы я ничего не говорил матери. Она эмоциональная, подаст на развод, а мне самому не до нее, работы очень много. Вы ведь судебный переводчик восточных языков? Слышали что-нибудь об университете туризма, гостеприимства и сферы развлечений? Ну, кажется, в суде что-то слышал, какие-то дела со студентами, я точно не припомню. Скажите, а эту девушку нашли, заложницу? Ищем. Заложницу звали Анжелика Витальевна Рудкова. И она была не разовой проституткой, индивидуалкой, а, судя по смс-кам Евгения Медянкина, он содержал ее минимум полгода. Ты проверил их телефоны? К сожалению, их не восстановить. Их студент разбил в мясо. У него в крови что-нибудь нашли? Все чисто. Странно. Парень был в психотическом состоянии. Кто же его так напугал? Предполагаю, что смерть Евгения Медянкина наступила в результате внезапной остановки дыхания во сне. В данный момент времени приступаю к забору крови для проведения химической экспертизы. Студент-иностранец Амин Шах берет в заложники молодую женщину Анжелику Рудкову. У него нет внятных требований, но видно, что он чудовищно напуган. Сотрудники спецподразделения обезвреживают его, но вместо заложницы в квартире мертвый мужчина. Это любовник Рудковой, владелец автосервиса Евгений Медянкин. Ну вот, в квартире только отпечатки Медянкина, Рудковой и Амина Шаха. Да я проверю в шкафу еще. Опа. Николай Петрович, В чем дело? я тут в шкафу отпечатки иностранца нашла.
крови Евгения Медянкина обнаружены метаболиты тетрафумарата магния. Это активное действующее вещество снотворных препаратов. Противопоказано при храпе, так как учащает остановку сердца. Апноэ происходит не 30-40 раз, а более 100 раз за ночь. Да не знаю я их, уберите. Смотреть на них не могу. Вера Андреевна, я вам искренне сочувствую, но… Да я правда не знаю. Я ему 100 раз говорила. Храпишь, сходи к врачу, проверься. А почему не шел? Боялся. Думал, вдруг какую-нибудь болезнь найдут. Значит, вы лечили его по интернету? Я ничего плохого не делала. У меня все натуральное, все полезное, все из аптек. Вы ему снотворное давали? Нет. А что давали? Я за ужином тихонечко слабительное, ну, чтобы нагрузка на живот поменьше была. Днем морковку запекала. Народный способ. На полдник котлетки паровые сделала. И в одну котлеточку таблетку антигистаминную положила. Ну, от отека гортани. Шариков гомеопатических в салат намешала, ну, от храпа. Какие шарики? Очень полезные. С белодонной. А, еще вечером в комнате аромалампу поставила с эвкалиптом. А когда уснул, маслица облепиховое в нос закапала. Граждане понятые, прошу обратить ваше внимание, это аптечка госпожи Рудковой. Так, содержимое. Обезболивающие, противозачаточные, витамины, минералы и нутрипод. Снотворное? Снотворное. Активное действующее вещество – тетрафумарат магния. На ботинках Аминшаха кровь. Ну его же ранили при задержании, все правильно. Да нет. Кровь на подошве, на шнурках, даже внутри. Как будто он сидел в луже крови. Вот, посмотри. Земля на подошве. Погоди-ка. Секунду. Осколок от ртутной лампы. Он явно не по газону ходил. Давай тогда так. Я займусь почвой, а ты кровью. В общем, Медянкина убил храп и снотворное из квартиры любовницы. Получается, осталось найти Рудкову, и дело закрыто? Поздравляю. Кажется, у нас еще 2 трупа. Где? Вот завтра и выясним. Съезди с утра к Аминшаху в больницу. А он разве пришел в себя? Нет. Надо его сфотографировать, я объясню. Все-таки это был поджог. В университете? Да. Завтра привезут все, что уцелело. Спасибо. Вань, это фотография Амина. Похоже, что он был ранен до того, как его подстрелил ОМОН. На его ботинках кровь 2 мужчин. Судя по гаплогруппам, они из Азии. Я проверил частички почвы в атомно-абсорбционном спектрофотометре и выявил 2-3-валентное железо, медь, никель, свинец, цинк. Похоже на несанкционированную свалку твердых бытовых отходов. Похоже на то. А еще я выяснил, что почва имеет кислую реакцию и сопоставил с отчетами экологов-волонтеров по несанкционированным свалкам. Ты нашел это место? Да. Обожаю восстанавливать сгоревшие документы. Шутишь? Да нет, я серьезно. Давай начнем? Ну тогда раствор глицерина.
улицу. Слева фамилии, справа цифры. Это список сотрудников вуза. Бухгалтерия. И что-то мне подсказывает, что неофициальные. Так, ребят, начинайте разгребать. Всем переодеться в защитные костюмы. Место оцепить. 2 трупа. Как Тихонов и обещал. Так, я нашел Анжелику Рудкову в списке сотрудников вуза. Она работала там, секретаршей ректора полгода назад. Нелегально? Угу. Паспортные данные нужны были для второй, неофициальной бухгалтерии. А? Марк Медянкин, сын убитого, работал переводчиком в приемной комиссии. Значит, Маркс соврал на допросе. Они с Рудковой знали друг друга. Так. Ну что, красавчик, давай узнаем, кто ты. Я не знаю эту девушку, а эту подработку мне мой отец подкинул. Марк, это самое. Спасибо, что прикрыл меня перед матерью. Второго раза не будет. Да и не об этом. Ты парень уже взрослый. Я у тебя долгу. Есть шабашка. Прям для тебя. Какая? Поработать неделю переводчиком. Будут оформлять студентов-иностранцев. Заплатят налом. По-тихому. А, не кинут? Нет, тут все четко. А ты-то откуда это знаешь? Да, ректор вуза у меня в автосервисе машину чинил. Ну, разговорились. Что-то ты темнишь, пап. Давай без ля-ля. Берешься? Тебе же деньги нужны. Ну, нужны. Ну вот. Да я не скрывал специально. Я просто хотел, чтобы все это побыстрее закончилось, и чтобы мы могли похоронить отца. Что вы знаете об этом вузе? На тот момент ничего не знал. Потом стал замечать, что в судах и полиции начали мелькать эти студенты. В качестве кого? В качестве нелегальных продавцов в магазинах, проституток, массажисток. Было еще дело с подпольным казино, да я всех не помню. И что вы теперь думаете об этом вузе? А что об этом думать? Это канал для трафика мигрантов. Рогозина запросила все дела, связанные с этим вузом. Похоже, что студенты действительно засветились много где. Да. А помимо сбежавших ректора и проректора, наверняка еще много заинтересованных лиц. Заинтересованы в проценте от трафика мигрантов. Думаете, это они убили тех двоих? Пуля одного калибра. 1 и 2. На рубашке пятно от крема. Это точно не часть рисунка? А ты заметил вообще, что одежда у погибших Амина одинаковая? Как будто униформа. Может, они работают в каком-то одном месте? Угу. И носили столько золота. Скорее, они были посетителями. Посетителями где? Такие вот конфетки приносят вместе со счетом. Секунду.
закончил вскрытие? Да, и у меня желудочное содержимое погибших. Оно идентично? Угу. За час до убийства оба покойника ели золото и пили серебро. ФЭС расследует убийство предпринимателя Евгения Медянкина. Он умер в квартире своей любовницы, которую по неизвестным причинам взял в заложники студент-иностранец по имени Амин Шах. Тем же утром в офисе вуза, где учился Амин, вспыхнул пожар, а ректор и проректор срочно улетели из страны. На ботинках Амина находят кровь 3 мужчин. Их трупы находят на одной из подмосковных свалок. Гады. Фантик золотой, а на краске экономит. Попробуй понизить цветовую температуру. Какое тут пятно интересное. Похоже на кристаллы кварца или аметиста. Так вот чем он обляпался. Ты сам посмотри. Слушай-ка, а может быть это ритуальное убийство, а? Красивых парней нафаршировали на драгоценностями, а затем грохнули. Ну что, получить энергию богатства? Ну, это, конечно, никакой не аметист. Это кристаллы изомальта, разновидность сахарозы. Добывается из сахарной свеклы и используется для изготовления, ну, всяких кондитерских украшений, имитирующих драгоценные камни. Есть. Ресторан «Драгоценный аппетит». Их фишка – съедобная имитация драгоценностей. Вот где у них был последний ужин. Чаю? Нет, спасибо. Хорошая новость, Галя. Анжелика Рудкова жива. Когда это было? 20 минут назад она пришла к банкомату, но система была готова к встрече с ней, и банкомат заживал ее карточку. А почему ее саму не задержали? Она сбежала до того, как приехал патруль ППС. Ясно. Значит, сейчас она без денег и в бегах. Будем искать. Обоих расстреляли из одного оружия. Но пуль в пулегильзотеках нет. Все красивые и все одного типажа. Надевались одинаково. И украшения у них тоже одинаковые. Ты знаешь, когда я была маленькая, у моей тети было 3 той-терьера. Называла она их Масик, Мосик и Мусик. Одевала их абсолютно в одинаковые одежды. Эти одежды только различались, наверное, по цвету. Че, это не замужняя? Угу. И бездетная. А знаешь, как она говорила про своих собачек? Это мои любимые мужчины. Это сейчас было терапевтическое проговаривание или ты на что-то намекаешь? На гарем. Понятно. Ищем незамужнюю тетю. Она расплатилась в ресторане за ужин с 3 парнями, а потом все вместе уехали. Жанна Пастухова, 45 лет, богатая вдова. После смерти мужа, похоже, пустилась во все тяжкие. Значит, их убили после ужина с ней. Амин сбежал и оказался в квартире секретарши вуза. В этой же квартире в это же время пытался выспаться ничего не подозревающий Медянкин. Да, мужичок попал, похоже, в нехилый замес. Все-таки надо было ему лечиться от храпа. Прошу прощения за задержку. Чем могу быть полезна? Как-то много воздуха в квартире не находите? Просто я готовлю все к продаже. Вывезла мебель, сделала генеральную уборку и планирую делать ремонт. И как давно вы решили избавиться от квартиры? Не помню. Давно. А это все я сделала дня 2 назад. А в чем причина? Просто решила быть спонтанной. Обрати внимание, Ваня, в машине Пастухова полная дезинфекция. Да не то слово. Обивку сняли, пластиковые панели тоже. Даже половички убраны. Главное, машину она отогнала в сервис 2 дня тому назад, на утро, после убийства студентов. А обивку в вашей машине вы тоже решили поменять спонтанно, да? Надоело. А может быть, вы ее чем-нибудь испачкали? Например, кровью. Мне позвонить своему адвокату? Зачем? Нам втроем комфортно. Хотя, возможно, мы не такие приятные, как ваши друзья. Да, я ужинала в компании приятных молодых людей. И на этом все. Скажите, а вы подвозили их на своей машине? Пожалуй, я позвоню своему адвокату. Еще один вопрос. А скажите, вы паркуете машину в подземном гараже? У вашего мужа есть сын от первого брака. Он был с вами? Кто, Игнат?
Нет, зачем? Во-первых, в это время он занимается теннисом, а во-вторых, мы совсем не общаемся. Ну что, на этом все вопросы? Да. Теперь звоните своему адвокату. Вы задержаны по подозрению в убийстве. Он вас порвет. 22:34. 22:42. Жанну Пастухову и 3 ее наложника покинули ресторан вот в этом промежутке времени. Сколько ехать до дома? Ну, если без пробок минут 30, а пробок как раз тогда не было. То есть в 5 минут 12 она могла быть на подземной парковке своего дома? Теоретически, но в 5 минут ее не было, в 6 тоже, а в 23:07 камера на подземной парковке была обесточена. То есть видео, как Жанна вернулась домой, нет? Не. Камера включилась только в 23:21. А ее мобильный? А он был выключен как раз в это время. Игнат, расскажите, какие отношения у вас были с мачехой? Никакие. У моего отца было много подруг. Вы знали про ее мужчин? Жанна любит страсть, ревность, но это ее личная жизнь, она меня никак не касается. Можно рассказать тот случай? Человеческая личность. Я не позволю так с собой обращаться. Я человеческая личность! Я не позволю так с собой обращаться! Держи. Тебе идет? Добрый вечер. Тебе что? Ты бумаги собираешься подписывать? Тебя мой адвокат уже 3-й день ищет. Ладно, ладно, я не думала, что это так важно. И вы думаете, это причина убийства? 100%. Кто-то из любовников просто взял и приревновал ее. А где вы были в вечер убийства? Как обычно, на теннисе. Это данные с камеры видеонаблюдения. Адвокат посоветовал мне захватить их с собой. А папа всегда советовал мне слушаться адвокатов. Я прошерстил список жильцов дома, где живет Жанна. Это такой народ. У них паранойя, часть профдеформации. Но не могут они не следить за своими ближними. Зуб даю. Вернее, гарантирую. Николай Петрович, здесь под потолком скрытая камера. Граждане понятые, обратите внимание, мы проводим экспресс-тест на обнаружение скрытой камеры. Так, Игнат Петрович Пастухов, проверим метаданные вашего видеофайла. Галь, мы обнаружили камеру. Управляющая компания, которая обслуживает этот дом, отрицает, что имеет к этому какое-то отношение. Так что камера была явно установлена частным лицом. Нелегально. У вас на меня ничего нет. Как же нет, Жанна Эдуардовна? Вы уехали из ресторана со своим гаремом. Свидетели говорят, что собирались домой. Вот. Узнаете? Да, конечно, узнаю. Я же не выжила из ума. Так за кого вы собирались замуж? Да я просто дурачилась. А я думаю, что вы знаете убийцу и покрываете его. Это было убийство из ревности? Еще раз повторяю, ни о каком убийстве я не знаю. Да, я действительно покупала мужскую любовь за деньги, но мне ни грамма не стыдно. И мне наплевать, кто и что обо мне говорит. Почему? Да потому что я могу себе это позволить. Позволить что? Быть свободной. Я выяснил, куда сливались данные с камеры. Оперативники уже пообщались с этой фирмой, которая незаконно ее установила, и через нее мы вышли на заказчика. Один провинциальный бизнесмен купил здесь квартиру для своей дочери. Ну и за ней он, так сказать, наблюдал. Она цветочки целована. Это Москва. Здесь злые люди, гаремы, всякие секты.
Я думаю, что Жанна узнала киллера по голосу. А, и еще, Ваня проверил метаданные. Значит, вы поехали на свалку со своим пасынком. Игнат был на теннисе. Его алиби липовое. В том файле, который он нам передал, не все цифровые метки исправлены корректно. Извините, я не совсем понимаю. Он подделал дату. Это он убийца. Он? Ну что, где моя сумочка? Вернись в машину! Вставай! Ты! Еще слово и пристрелю! Быстро встала, пошла в машину! Пошла! Трогай! У меня просто не было другого выхода, он бы меня пристрелил. Значит, он объяснил свой мотив? Да, та фотография, что вы мне показывали, то селфи с водой. Да, я помню. Он переживал, что я до его совершеннолетия выйду замуж и растранжирю все состояние его отца. А еще он испугался, что я или кто-то из моих парней его убьют. Почему же тогда он не убил вас? Вы же тоже наследница, конкурент. Да потому что, когда он был ребенком, его отец, мой покойный муж, избивал его до кровавых соплей. И я единственный человек, который мог все это остановить. Игнат Петрович Пастухов? Майор Круглов, ФЭС. Капитан Жилина. Что вы хотели? Игнат, а вы хороший теннисист? Тренер хвалит. А как считаете, что важнее, сила удара или точность? Мышцы или голова? Я звоню адвокату. Может быть, все-таки явку с повинной? Ведь опытный теннисист всегда предвидит ход игры. Алло, да. У меня проблемы. На меня пытаются повесить убийство. Кстати, охранник на парковке уже признался, что это вы заплатили ему, чтобы он вывел камеру из строя. Мужичок-то подумал, что у вас просто семейный конфликт с загулявшей мачехой. На убийство он не подписывался. Прошу. Хорошая новость. В России везут ректора и проректора левого вуза. Мне везут? Нет, не горизонтально, вертикально их везут. Их задержали, все живы-здоровы. И что? Заговариваться-то начал? Да это я 2 дня перед компьютером сижу, понимаешь, глаза уже в кучу, у меня синапсы дыбом встают. И что? Многословен и возбужден. А это я от радости. Я следил необычную активность матери Анжелики Рудковой. Она зачем-то купила себе новый смартфон взамен старого бабушка фона. И уже 2 дня серфит в сети. А я 2 дня слежу за этим, глаза в кучу. Оперативники в курсе? А то. Я здесь ни при чем, понимаете? Я уже спать легла. А тут друг Женя звонит по мессенджеру. У нас с ним был тайный от его жены. Так. Ну, звонит, ругается на жену. Говорит, что сейчас приедет, чтобы выспаться. Выспится и пойдет на развод подавать. Даже так? Его жена просто достала с его храпом. Вот он, видимо, и решил. Ну, я, конечно, прибралась, привела себя в порядок. Надела пеньюар. Жене очень нравилось. И что дальше? А дальше звонок в дверь. Я-то не знала, что это кто-нибудь другой придет. Я же Женю ждала и думала, что это он. И вы, не глядя, открыли дверь? Да. Что тебе от меня нужно? Уходи. Ты мне поможешь? Но у меня нет денег. Звони своим, пусть делают паспорт. Какой паспорт? Фиктивный? Я туда не вернусь, я тут останусь. Это он. Он не
не должен тебя здесь видеть. Кто? Он ничего не знает про университет. Давай, давай. Я все сделаю сама. Ты, главное, сиди здесь тихо. Залезай, залезай. Сиди тихо. Как он узнал ваш адрес, Амин? Я ему когда-то делала документы. Он стал ко мне клеиться, приставать. Я его сразу послала. Потом он меня как-то выследил. Я не специально Женю убила. Мне просто нужно было, чтобы он уснул. Я бы позвонила этому ректору, и паспорт, не паспорт, да мне уже все равно. Я же там больше не работаю. Я жив. Спасибо, доктор. Спасибо. Пожалуйста. Хоть я не врач. Майор Круглов, ФЭС. Я все про вас знаю. Вы знаете, кем я был? Мама думает, я музыкант. У меня 9 братьев и сестер. Что произошло в квартире Анжелики Рудковой? Чай заварила. Только тихо. Ты что делаешь? Ты его отравила. Ты что, с ума сошел? И не кричи. Ты его отравила. И меня хочешь убить, да? Я не дам себя убить. У меня просто нервы не выдержали. Нас стреляли. Меня ранили. 2 наших убили. Я притворился мертвым. Прятался под телами. Знаете, страшно. А на свалке вы сбежали? Да. Я бежал. Бежал изо всех сил. За мной гнались. Потом дошел до города. Расплатился с такси браслет. Приехал к Лике. Она убежала. Я остался. Что мне было делать? Мы женимся. Ты получишь гражданство. Я люблю тебя. Ты особенный. Я... Послушайте, я не хочу применять болевые приемы в отношении женщин. Если вы будете хулиганить, ваша подписка о невыезде вмиг превратится в домашний арест или в СИЗО. Я поняла. Не надо СИЗО. Прошу вас. За взятие заложника вас будут судить. На сейчас открыто уголовное дело против вашего вуза, руководство которого занималось нелегальным трафиком мигрантов. Понимаете, к чему я? Вы готовы стать свидетелем? Да, я готов. Лишь бы не это.